Всем доброй ночи. Начинается новый этап моих работ. Но я, в принципе, привыкла, что у меня всегда так. Сначала очень долго рождается одна работа, очень много уходит сил, и после этого начинается новый период. Этих периодов в моей жизни было много, и думаю, что еще много будет. Я сказала, что я уйду с этого мира, когда завершу последнюю книгу теней. И вот с того времени мои зрители решили продлить мою жизнь как можно больше. И отправляют мне постоянно книги теней, очень интересные, красивые, чтобы мои книги теней никогда не заканчивались. Вот недавно завершила еще одну книгу теней. Буду постепенно их снимать, эти работы, которые еще не сняла. И вот начинаем новые книги теней. Вот эти две красивые книги. Это мне тоже подарили не очень давно. Я показывала, когда подарки показывала. И вот я их начала. Только сейчас, видите, сегодняшняя работа, которую я выставила. И сейчас начну. Здесь денежные ритуалы, здесь защиты, чистки и прочее. Я так беру. У меня денежные ритуалы всегда отдельно записаны. И есть еще отдельная книга теней для заговоров на других языках. Но это я специально для Яны, чтобы не забыть, куда я записала, потому что я фотографирую текст, отправляю, когда она набирает, чтобы без ошибок. Но потом я проверяю, если, чтобы устранить. Мы очень серьезно и кропотливо относимся к своей работе, поэтому у нас и есть результат. Так что я начала новые книги теней. И ждите много новых работ, собственно говоря. Очень непросто мне далась эта защита. Бывает иногда непростые работы на самом деле, но эта защита мне очень непросто далась, и она прям меня выжила полностью. Но зато я знаю, что я заплатила такую дорогую цену для того, чтобы оно сработало. И оно будет работать и помогать людям. Начинаем. Следующий этап работы. Вот с этими книгами теней. И вашему вниманию представляю нашего красавца, этого хитренького чертенка. Я уже говорила вам, что черти, хранители чертогов, можете открыть, посмотреть мою лекцию. Звездные духи их еще называют. Они спускаются вниз и помогают людям. Они помогают природе, они помогают в различных сферах. Они очень хитрые, хитроумные. Они знают много тайн, секретов привлечения удачи, привлечения клиентов. Они могут помочь человеку обрести славу, имущество, богатство. Вот не зря купцы к ним обращались. И в сказках, в сказаниях, в рассказах о купцах часто фигурируют чертенята, которые помогали купцу привлечь клиентов. Денежные ритуалы все сильные, собственно говоря. Ну, по крайней мере, те, которые я даю, они все рабочие. Ну, каждому свое подходит, в принципе, но ритуалы, связанные с купеческими зазывами денег, они особенно сильны, потому что они пропитаны этой энергией купцов тысячелетием, то есть тысячелетиями. Купцы поддерживали экономику страны, снаряжали караваны, купцы оплачивали там
нанимая целую армию. Благодаря купцам, двум братьям, мы с вами можем сегодня гордиться тем, что Сибирь наша. Они снарядили Ермака и оплатили все расходы для его армии, для завоевания Сибири. И он, победив хана Кучума, завоевал нам Сибирь. Понимаете, презрительное отношение к деньгам очень большая глупость. Потому что каждому народу, каждой стране нужна сильная экономика. Есть экономика сильная, будет и сильная наука, и сильная медицина. Дети будут воспитываться достойно, потому что отцы не будут вынуждены уезжать в другие страны на заработки. Матери не будут день и ночь сутками пахать, чтобы кормить своих детей. Поэтому купеческое дело, оно очень важное. И сейчас, конечно, очень много выскочек среди тех самых купцов, гильдии купцов, которые тогда были очень уважаемые люди, сейчас бизнесмены, сейчас вчерашние рекетиры и воры 90-х, которые отжимали у людей имущество и на этом построили свое дело. Поэтому у них, собственно, нет счастливого бизнеса. Купцы тех времен, они были ученые люди, они получали высшее образование, начинали с нуля, начинали с уровня ученика, поднимались до владельца заводов и фабрик, фабрикантами становились. Вот тут рядом Ногинск, это полностью город фабрикантов. И все эти здания, которые сейчас используются как рестораны, как там ночные клубы, еще как-то по-другому. Это все бывшие заводы купцов, и они так построены добротно для своих рабочих. Там рядом было общежитие для рабочих, которые сейчас уже квартиры и живут там люди. Это коммунистическое время, после революции начали обливать их дерьмом. Там буржуи проклятые, такие-сяки, изображать их, там карикатуры всякие присваивать им. На самом деле эти люди держали богадельни. Эти люди за свой счет содержали театры, школы, помогали талантливым детям получить образование за границей. Понимаете, это были достойные люди. И они делились своим богатством. Они не просто богатели, они еще и помогали тем, кому считали нужными помочь, в ком видели талант. Брали себе в ученики. Порой купцы оставляли свое имущество своим ученикам, своим, скажем так, протеже, видя в них достойных и талантливых людей. Так что пренебрежительно относиться не нужно ни к купеческому делу, ни к, собственно говоря, имуществу, ни к накопительству. Это замечательно, есть у тебя деньги, и другим можешь помочь. Правда, сегодня, скажем так, очень мало среди вот этих новых бизнесменов, купцов, и очень много барыг, которые не знают, что такое голод, холод. Они просто отобрали у кого-либо, либо родились в богатой семье и считают, что это их заслуга. Мало сейчас культуры купеческой, которая была когда-то, понимаете? Опора государства, купцы. Опора людей. Купцы, которые осваивали рудники, которые строили там города, селения для своих рабочих. И во многом благодаря этим людям многие города Сибири сегодня существуют. Так что относитесь уважительно к купеческому делу, если вы занимаетесь своим делом. По сути, этот заговор может подойти к любому человеку. Эти слова не нужно никак менять, их нужно называть именно так, как написано. И неважно, вы сайты, скажем так, создаете или продаете свои авторские куклы, или продаете вещи, вообще без разницы. Вы продаете свою работу, отдаете, получаете за это деньги. И вот чтобы у вас было больше клиентов, чем у других. Вот вы заметили, есть, например, такие магазинчики маленькие, и там день и ночь очередь, не протолкнешься, заходишь, там столько народу. Казалось бы, этих продуктов можно купить где угодно, но там постоянно огромное количество людей. Человек
своим маленьким магазином может купить там и дом, и машины, и детей обеспечивать. А есть люди, которые очень хорошо оформляют свой магазин или кафе, но нет у них удачи, не получается у них. Там 1-2 человека в день, если зайдут, что-нибудь на 100 рублей берут, и все. Не может человек понять, почему так происходит. Проходит мимо тебя, покупает у другого человека, а тебя не замечают, хотя ты привозишь вещи, может, и со вкусом, и интереснее, и намного доступнее, лучше. Но в любом случае она может продать втридорого, у нее берут, а у тебя нет. Есть секрет купеческий. И купцы всегда пользовались этими тайнами. У них у всех были свои талисманы удачи, свои заговоренные монеты, свои какие-то заговоры от конкурентов, от тех, кто им мешал вести бизнес. Они тоже были мишенью всяких других. К ним тоже была зависть. Это нормально, когда человек поднимается своим трудом. То те, которые не могут, не понимают, как это сделать, или не хотят прилагать какие-то усилия, они могут мешать этому человеку. И купец должен был выжить в этой конкуренции, быть конкурентоспособным. И я хочу вам передать некоторые секреты купцов. И на основе их тайн, секретов, создавая работы, дарю вам. И поэтому у вас будет очень много покупателей, и вы не будете ни в чем нуждаться. Теперь. Чертик зазывала. У каждого уважающего себя купца работали молодые или дети, которые зазывали народ. Сюда пожалуйте, сюда пожалуйте. Звали народ для того, чтобы они шли. То есть они показывали, что там есть. И сейчас есть зазывалы. Сейчас во всяких этих костюмах одетых стоят и зазывают народ. Вы видели наверняка и не раз, да, там придорожное кафе, предположим, или ставят какую-нибудь игрушку, которая колышется на ветру и зазывает народ. Так вот, у купцов были чертики-зазывалы. Они мастерили фигуры, потому что, вот объясняю, почему нужны фигуры, куклы, статуи какие-то. Это предметы-посредники. То есть намного легче привязать какого-то духа, какую-то силу к чему-то, чем просто призывать, намного легче привязать. Для этого есть талисман, для этого носят особые кольца заговоренные, камни защитные. Привязывают эту силу, которую зовут, к этому предмету. Это называется предмет-посредник. И уж тем более чертик, напоминающий человека или любое другое создание, туда вселить духа намного легче. Но на самом деле вы не вселяете, он сам приходит. Если вы часто зазываете, он уже начинает жить в этой фигуре и помогает вам в ваших делах. И вот этого чертика зазывалу заговаривали, просили, каждый день что-то говорили ему и оставляли в магазине. Можно в потаенном уголке, можно открыто вот ставить, в принципе. Но если вы переживаете, что там покупатели будут думать, что здесь что-то нехорошее, и испугаются, вы зря боитесь. Они даже думать не будут. Они будут как завороженные идти покупать ваш товар. Как будто им в этом мире только это и надо, больше ничего. У вас не было никогда ощущения, когда вы идете, не навязывается человек, не подходит. Вот что вы хотите, может вот это предложить. Наоборот, когда навязывается, люди уходят. И вообще уважаешь себя, скажем так, бизнесмены, да, купцы, они всегда учат своих продавцов не навязываться, дать человеку возможность осмотреться, выбрать. Потому что когда навязывается, человек внутри бунтует и уходит. Он начинает понимать, что хотят у него деньги забрать его, понимаете? Наоборот, не надо навязываться. Но вы замечали наверняка, что вы приходите в магазин, вам все нравится. Вы как завороженная берете эту вещь, ту вещь. Все это покупаете, приходите домой и понимаете, что вам это вообще нафиг не было нужно. Почему вы это взяли? Чем оно вас привлекло?
Да у вас такого 10 штук есть дома. Но вы взяли. И вы видели, как все берут. И подходят, еще покупают, еще берут. Человек, который хочет добиться успеха, он относится к своей работе с любовью и относится к своей работе достойно, правильно. Тогда у него есть успех. Я вам приводила пример, еще раз приведу. В Москве есть 2 магазина было, где продавали, ну, в одном сейчас продают и до сих пор, атрибуты. Атрибуты магии, атрибуты для ведьм. И, собственно говоря, ну, не только для ведьм, вообще магазин магии. И когда ты заходишь туда, там работают девочки, и ты говоришь там, покажите, пожалуйста, вот это, то. Для постоянных клиентов они делают всегда скидки, у них есть карта. Более того, можно позвонить, попросить, они отложат это все. И человек поедет, заберет. Если тебя не знают, то они это сделают. Замечательное отношение. Нету лишнего там, знаете, лизоблюдства, навязчивости. Но если ты просишь что-либо, люди идут в склад, оттуда поднимают, упакуют это все как положено. То есть тебе нужны вот такого цвета, а можно еще другого цвета найти. Да, конечно, они ищут, приносят, ты смотришь, сравниваешь, обслуживают достойно. И поэтому хочется туда идти. Хорошее отношение человеческое, приятно, все приносят, все показывают. Ты покупатель, ты берешь то, что тебе нужно, и тебе предоставляют эту возможность. Есть был другой магазин, сейчас закрыли, и не странно, что закрыли, то есть неудивительно. Есть другой магазин. Когда ты туда заходишь, такое ощущение, как будто они тебе делают одолжение. Словно ты нищенка, которая просит подаяние. Покажите мне, пожалуйста, вот это. Сидит молодой человек и говорит, а вы точно будете брать? А то мне просто лень оттуда доставать. Да, я буду брать, но просто мне нужно понять, а мне подходит или нет. Ну, вы определитесь тогда, потом достану. А скажите, пожалуйста, а вот эта статуя у вас там цена не написана? Из чего она сделана? Она там из гипса или из камня? Ой, я тоже не знаю. Ну, я сейчас не знаю, это я завтра спрошу, сейчас я не могу вам цену сказать. И ты в следующий раз просто туда не заходишь, потому что такое ощущение, что ты мешаешь людям жить. А они должны быть заинтересованы, чтобы ты покупала, потому что от этого зависит их зарплата. Понимаете, о чем я говорю? Что если ты относишься к своей работе с любовью, приятно с тобой иметь дело. Потому что люди видят, что ты действительно от твоих работ есть результат. Неважно, кем ты работаешь. Ты торты печешь, сказала, в этот день будет готово. Оно должно быть готово. И оно должно выглядеть так, как ты обещала. И никак иначе. И вкус должен быть приемлемый, и, то есть подходящий для торта, особенно для праздника. Но помимо всего прочего, любовь к своей работе, работоспособность, достойное отношение к своему труду и прочее, все это вместе собранное, нужно еще и призывать удачу. Если у человека нет удачи, все это может не иметь никакого значения. Так вот, купцы заговаривали, чертенят зазывал. И хранили в магазине, в каком-нибудь потаенном месте. Могли и выставить по-разному, кому как нравилось. И эти силы просто тащили в этот магазин всех за руку. Вот не мог человек мимо пройти. Хотелось ему обязательно что-нибудь купить. На сей раз мы с вами проведем такой ритуал. Вам нужна будет фигурка чертененка. Любого качества. Можете купить где-нибудь, заказать. Вот те чертенята, там белый и черный чертик, с которым мы с вами делали тоже работу. Можете кого-нибудь из них посадить. Но зазывало должен быть один, постоянно. Можете их вовлечь и в это, собственно, в этот ритуал в том числе. Если у вас уже есть такие чертики, и вы уже покупали их для работы. Выбирайте одного из них, или белого, или черного чертика, и все время с ним, именно с ним проводите этот ритуал. Вам для этого
нужно рядом с чертиком положить монеты, можете купюры. Ну, золото, серебро в магазине вы не оставите, понятное дело. Но монеты, купюры мелкие можно. Далее, мед. Ставите рядом с чертененком мед. Вот читайте, несколько дней пусть мед будет. Потом этот мед просто уберите. Смойте, потому что он уже обесточенный, энергия уже забрана, поэтому вам нужно будет менять периодически. Именно мед. Почему нужна фигура чертененка? Уже объясняла, еще раз говорю. Нужен предмет-посредник. Вы должны к чему-то привязать этот заговор. Куда-то вы должны вселить этого духа, чтобы он там жил, и все время к нему обращаться и просить помощи, и он, чтобы приходил вам помогать. Если у вас магазин, вы этого чертика должны держать там. Вы можете возить его каждый день, если хотите. А можете отдельно заказать чертененка. Если вы работаете дома, если у вас заказы дома, то можете дома начитать, и он будет стоять где-нибудь у вас, и радовать глаз, и работать, и помогать вам. Так вот, начитывайте на этого чертененка 6 раз каждый день. Вот как вспомнили, утром вспомнили, там в обед вспомнили. Ну, когда вам нужно, чтобы у вас покупатели, желательно, наверное, с утра, как проснулись, сделали свои дела, начитали, дали задание чертененку, и весь день у вас будут покупатели. Весь день вам некогда будет присесть. Это даже можете не сомневаться. И заговор следующий. Читать вам нужно 6 раз. Я прочитаю, пожалуй, 1 раз. Потому что уже поздно, и 1 раз достаточно. Но вы в любом случае поймете сами, сколько раз и как начитывать. Начнем. Славный чертик зазывала, он в делах мне помогает. Ко мне народ зазывает, купить товар мой внушает, шепчет им и заставляет, мое дело восхваляет, деньги с них мне собирает, всех ко мне он зазывает, да сладко приговаривает. Чертенята, чертенята, мои братья да дружки, да шустрые кумовята, приведите всех сюда, зазываю, пешие да конные, пожалуйте сюда, пожалуйте сюда. Люд заморский, али свой, приходите, покупайте, деньги свои нам отдайте. Сколько в лесу муравьев, сколько пчел в ульях живут, столько к нам людей придут. Пчелы на цветы летят, муравьи на мед бегут. Здесь медом намазано. Народ, иди, беги сюда, покупай только у нас. Пожалуйте сюда, пожалуйте сюда. Чертенята, чертенята, за руку людей возьмут, всех сюда к нам приведут. И купцы идут, наш товар спеша берут, свои деньги нам несут, хвалят нас, благодарят. И опять купить хотят, и опять к нам все спешат. Пущу пыль зазолоченную от начала до конца для удачного купца. Мир пусть станет нам казной, и наградой, и усладой. Жить нам сытно да богато. Ключ, замок, язык, заклято. Немного устала, поэтому читаю медленно. Проведите этот ритуал, и результат вас очень сильно удивит. Это для тех, кто говорит, что вот мне нужны клиенты, покупатели, постоянный поток денег. Вот вам еще один секрет купцов. В скором времени я сниму еще, но есть у нас еще дела купеческие, есть дела торговые, там ряд заговоров, денежный сохран, много. Но это тоже вам пригодится. Лишних заговоров на деньги не бывает, так же, как и лишних денег не бывает. Всем удачи, всех благ, и пусть ваш чертененок вам помогает в этих купеческих ваших делах. Всего хорошего.